сместить чуть-чуть. Ну, можно сместить куда хочешь, куда удобно, чтобы ребро было, да. Да, что же туда? Я делаю сейчас. Не, оно попадает на ребро, ты понимаешь? Я так произвольно поставил, а оказывается, что если произвольно поставить, херово. Понял или не понял? Ну, чуть сюда, да, в на этом. полмиллиметра. Заодно тест на вибростойкость. И знаешь, будут мешать, наверное, кондеры этот. Что? Не снести, плату придется снять. А что, его нельзя выше поставить? Так, а потом все равно же этот. А тут Метчик, во-первых, нельзя поставить, но я правда ничего не снесу. Метчик этим, ручной. Ручным пускаем. О, Метчик вот сюда. А подожди, я сейчас просто... Пришел за обедом или тоже по обеду? Доброго дня. здорово. Пришел в гости? Так какие чай? Я пошел в гости Чай попить. погутарить. Садись, погутарим. Как раз, вот видишь, сверлим дырку. Ой, бля. Попить. Ты же понимаешь, пришлось развязать, как это так, юбилей такого человека мы завязали, ты понимаешь? По готовому результату. Сейчас будет результат. Сейчас будем смотреть. Может, одеть взрывозащитные костюмы? Так. Николай Евгеньевич. Да. Температура радиаторов исходная 21,5 градуса. Даю пуск. Давай пуск. Все, завелось. Генератор включаем. Так, уже 22 градуса. Так, начинает нагреваться, так, потихоньку, так? Это пока у нас без нагрузки. Саныч, ну засвети нагрузку. Смотри, какая нагрузка классная. Нагрузка-то пока Вообще, полный аналог да, смотри, динамики 11 этих самых 25-ваттных резисторов, Да. вот, это 265 ватт, а нам 250 ватт надо, да? Ну да. И причем снизу есть это самое, поддувка. То есть оно не лежит, а А стоит. стоит. Лежит, а стоит. Да. И вентилируется. И вентилируется, это очень да. важно, Это очень важно, А конечно. гвозди, посмотри, какие. А гвозди вообще, блин, понимаешь, вот это. Шляпки какие, да? И разметка какая вот Да, это да, вот, да. понимаешь? Это, Это вот, вообще, ну вообще, да, Саныч, это ты да. молодец, что ты. Спасибо. Это супер, понимаешь? Я просто. Так, ну Серега, только это Греется? самое. Нету этого, видишь, этой. Контакт. Всё есть. Вот тут вот это значит, это у нас нагревается она на холостом ходу, чуть-чуть тепленькая, даже не тепленькая, а холодненькая, 22,8 градуса. А сейчас мы будем делать самый тяжелый для усилка тест. Нагрузим 250 ватт выходной мощности и будем смотреть, насколько у нас нагреется радиатор. И заодно будем контролировать, насколько у нас качественно работает регуляция выходных транзисторов. У нас сейчас на холоде 100 миллиампер ток начальный. Так вот, посмотрим, сколько у нас, когда оно нагреется до максимальной температуры 90 градусов радиатора. Посмотрим, проконтролируем начальный ток этого самого. Надо поднять выше, чтобы хоть так воздух заходил, понимаешь? Ну да, надо же как-то еще. Это да, это 100%, да. А там что? Так, это пока что я дал выходную мощность 10 ватт. Вот пошла температура у нас повышаться немножко, да? Она растет температура, видишь, 26. Ну да, ну немножко, это 10. Давай теперь 70 ватт, даю 70 ватт. Сейчас мы это приклеим. Да, ну, так чтобы мне это самое, чтобы это. Так, даю 70 ватт. Защита низких ничего не сработала.
Ну, защита у нас на 250 ватт должна быть. Вот, значит, сейчас будем смотреть, вот что у нас с этой. А? Не играть должен. Чистый звук. Чисто синусоида. Чистый. Чистая синусоида. Нет, Чистая синусоида. да. Ну, уже вон 28, ну, подогревается чуть-чуть. Ну, еще холодное, ну, что-то 70 ватт мало это самое греется, да? Это все эти киловаттные, понимаешь? Ну, мы на киловатт сегодня гонять не будем. Нет, Да, мы максимум 250 ватт вот дадим дальше. Посмотрим на 70 ватт. Правильно же, да? Это сейчас, Сережа, сколько это у меня деление? По 5 вольт, да? 10 в клетке. 10 в клетке, да? 10, 20, 30 вольт. Амплитудная 30, да. Ну, смотрим сколько. Пока что оно греется слабенько. Вон 28,9. 29 градусов. Пока слабенько греется. 2, 3, 4. 8. А эти горячие резисторы, может ничего не происходит, может что-то ровно. Ну так греется. Тепленькие уже, да? Тепленькие, да. А ну. О, они уже тепленькие. Ну, не, так, Сережа, это 25-ваттные резисторы. Когда мы 250 ватт будем давать, вот будет у них этот самый номинальный режим. Сейчас они холодные, естественно, сколько? В 4 раза меньше выходная мощность. Ну, 30 этих самых, да? Ну что, я добавляю или что? Ну, конечно, да. А? Давай добавлять, да? Это, блин, у меня бездушно. Так, я чуть-чуть уменьшу вот это. Вот. Вот так вот. Теперь добавлю сюда. Сережа, уменьши этот самый в 2 раза. Не, в другую сторону. 50 вольт в клетке. 50 ватт в клетке. О, вижу, да, пошло ограничение, да. О. Вот так вот у нас. 31 градус. А что же ограничение? Ну 50 вольт в клетке, это что, оно при 52, 52 вольта, Да. 52 вольта питания, больше 52 вольт он не прыгнет. Понятное дело. Понимаешь? Смотри, чтобы там эти не были горячие, не? Не, уже чуть-чуть тепленькие, да. О! Разъем Дым. Вот пошло отсюда дым. Ага, вон. А что же дым? Эта штука шумит. Она вот такой нагрузки. Уже это не выдержит. Она замкнулась хоть. Ты понимаешь, оно может этот. Так а его ж нету. Он должен быть замкнут. Он должен быть замкнут. Да, а может быть из-за большой только нагрузки это реле просело и не сработало. Ты понял? А просело Релюха не Надо сработала? было сюда еще 35 где-то. Ты понял? Так, смотрим вот туда. Это Значит, дело. Так, а что ж, смотри сейчас. дымок Банку пошел. положи. Бан. Ой, как Таки есть дымок, видишь? Не, ну Но это- не там, не в усилке, Это, а понимаешь, это в просело, вот старте, эта схема плохая. плохая не настроена. Она плохая схема, ты понимаешь, схема плохая. А? Так, ладно, хорошо. Но с первым дымом. Не, ну я так понимаю, что причина именно в этом. Просела под да, нагрузкой, да. а? И реле, наверное, Отпустила. отпустила реле, которое... Самое главное, что это самое, что радиаторы 31 градус всего на все, видишь? Чуть тепленький, да. Ну ладно. Сейчас будем разбираться, что нам сделать со стартовой вот этой вот Да, релюхой, чтобы она больше не дымела. она должна как-то быть запитана, стартовая реле. Вот, я уже дал максимальную мощность, там уже ватт 200. Вон, 39 градусов, он сейчас будет 40. Сейчас мы подождем, пока нагреется радиатор, да хотя бы до 60 градусов. Ну, блин, может и не нагреется, потому что радиатор большой, да, нормально. Ну, он 40 градусов, да. Значит, и когда нагреется до хорошей температуры, сразу я выключу генератор и посмотрим начальный ток, насколько у нас изменился. Я понял, надо. Был 100 миллиампер, сколько он будет. Вот. И по этим результатам я уже подкорректирую этот самый крутизну вот этой регулировки, чтобы у нас было идеально, чтобы при 20 градусах, чтобы при сотне, чтобы у нас был одинаковый ток. Он-то сейчас по расчету в микрокапе он должен быть. Ну, видишь, это самое, тут куча коэффициентиков таких будет. Вот. Ну, нагрузка что там? Чуть-чуть. Не, нагрузка уже... О, нагрузка уже горячая. Да? Смотри, блин. Да, нагрузка уже не Уже горячая, блин, это самое. Ну, 250... Вот, смотрите, ребята, значит, по поводу того, что
вот это самое, как у нас ограничение, да? Вот сейчас я добавляю, это у нас сейчас 50 вольт в клетке. Вот я добавляю, вон видите, пошло ограничение. Видите, какая красивая? Никаких выбросов, никаких этих самых звонов. Вон, довожу до ограничения, это уже 52 вольта. Вот. 52 вольта идеальное ограничение. Вот такого ограничения даже в ВВшнике 89 не было. Понимаешь? А в этом ВВшнике, Сережа, смотри, какое ограничение идеальное. Смотри, это у нас уже ну, плюс-минус 52 вольта. Вон смотри, видишь? Смотри. Ну так правильно так. Это должно быть в хорошем усилителе. это в хорошем усилителе так. В очень хорошем усилителе так. А в плохих усилителях вы не видели обычные усилители? Какие там это самое, какие там эти превращается в прямоугольник. он превращается в прямоугольник несимметричный, да еще и с выбросами, блин. Понимаешь? А тут идеальная, как будто у нас это все хорошо, потому что идеальная схема. Ну, схема отработана в микрокапе. Я же всех предупреждал, что я ее 2 года отрабатывал в микрокапе до потери. Ну, это самое. Сережа, хочешь пощупать, что такое выходная мощность какая у нас? Это сейчас сейчас у нас 250 ватт на выходе. Только осторожненько. Уже не хочешь, да? Ну, потому что 11 резисторов 25 ваттных уже горячие. Вот. Так, что у нас с температурой 46,5. Ну что, до 60 не поднимется, да? Почему? Получается. Ну потому что при выходной мощности 250 ватт у нас на транзисторах рассеивается только 50. Закрыть радиатор и замотать его этим, как его, платком каким-то, чтобы ухудшить условия охлаждения. Да. Ну да. А ты говорил вентилятор поставить. Нам не надо даже с вентилятором. Потому что размер радиатора тогда нормальный. Нормальный размер радиатора, да. Ну вон сейчас сколько? Да. 250, полная выходная мощность 48 вольт. 48 температура. Ну будет 50, наверное. Он всё продолжает. Это и то, что у нас это самое, значит, не сам транзистор, а радиатор все-таки. То есть там тоже градусов 5 или 10 на да. прокладке есть, да? Конечно, да. Ну. О, уже пахнут тут эти самые, уже пахнут резисторы, нагрузка пахнет. Надо пролить ее На. холодной водкой. Эта штука не выключилась? Не выключилась. Она бы тогда тут просела, понимаешь? Вот, это просто тогда у тебя проба отлетит. Ну, видишь, этот самый, Саныч правильно сделал, что с запасом? Что не 250, потому что уже пахнет этот резистор, пахнут. Так, Сережа, давай это самое, долго не будем это, еще 5 минут, потому что уже вон 50 градусов, да? Уже можно выключать и можно, ты приготовься, не, сейчас не будем, приготовься, чтобы когда я выключу, чтобы сразу этот самый, замерил ты начальный ток, какой там, сколько у нас милливольт на том резисторе.